Всех приветствую! С вами Анастасия, канал Авелия Стайл. Сегодня я хочу вам показать свои браслетики. Они получились в результате утилизации бисера. Я не знаю, кто придумал этот способ, но саму идею я увидела у Ирины с канала Вдохновение. Это просто шикарная идея утилизации некалиброванного, некачественного бисера. Вот такой бисер у меня есть с Алиэкспресс. Он некачественный, некалиброванный, бисеринки разные, вплоть до того, что вот такие огрызки попадаются. И увидев идею Ирины, я решила использовать его таким образом. Я решила использовать его, сделав вот такие браслетики. Вот это был самый первый. Тут у меня смещены концы. То есть, по сути, окончание должно быть снизу, а оно вот прям где у меня бусины получилось. Я здесь сначала закрутила один конец и потом набирала бисер. И получилось не очень впечатляюще, но в целом браслет тоже можно носить. Тут такой розовый, тоже не очень качественный бисер. У меня еще его много. Потом сделаю, может быть, еще браслеты, если. Эти браслеты я буду выставлять на своей полке в магазине. Кто хочет, приезжайте. Магазин находится на Конькова в Москве. На втором этаже магазина Виктория. Вот такие браслетики получились. Тут я вставляла еще стеклянные бусины и гематитовые проставки. Вот такие квадратики металлические у меня были. Вот этот браслет был следующим. Тут уже окончание в нужном месте. Но сам браслет получился такой более детский, что ли, маленький. Ну, тут тоже у меня стеклянные бусинки и вот этот розовый бисер. Ну, тоже, мне кажется, неплохо смотрится. На ребенка, может быть, очень даже симпатично. Вот этот браслет с предыдущего видео сделан по тому же принципу. Но здесь у меня хороший гематитовый бисер использован. Гематит и бусины стеклянные. И бусины пластмассовые и стеклянные. Мне кажется, очень достойно выглядит. Я бы носила его сама. Очень красивый браслет, мне очень понравился. Выглядит довольно-таки стильно. Возможно, здесь вот эта цепочка и замочек не нужен, но пока что оставлю так. Еще сделала два браслета побольше, тоже на 4 оборота. Вот здесь я вставила одну каменную бусину, была у меня такая красивая продольная каменная бусина, я не знала, куда ее деть. И здесь она нашла свою жизнь, мне кажется, очень правильно. Еще здесь стеклянные шведские бусинки и проставки, вот такие кубики металлические. Ну и, естественно, бисер. Мне кажется, очень красивый браслет получился. Мне он очень понравился. Вот так это выглядит на руке. Мне кажется, очень стильно. А вы что думаете? И вот эта каменная бусина, она очень хорошо села, гармонично вписалась во всю композицию, мне кажется. Я думаю, что можно покрыть немного цапан лаком вот этот бисер, чтобы он не быстро стирался.
И тогда браслет будет служить дольше. Мне кажется, очень красивый браслет получился. Я в восторге от идеи и вообще как получилось. И зелененький браслет. Тут у меня тоже одна бусина каменная. Я не помню, как называется камень. Змеевик, наверное. Но я могу ошибаться. На самом деле я не специалист, так, только то, что помню. И стеклянные бусины здесь. Шведские стеклянные бусины. Бисер, естественно. И проставки металлические кубики. Тоже очень красивый браслет получился. Мне он тоже очень нравится. Вот так он выглядит на руке. Сейчас разверну. Мне кажется, тоже получилось неплохо. Браслеты легкие, и я не думаю, что они будут с руки слезать, учитывая, сколько тут оборотов. Как-то так это выглядит. Вот это стеклянные шведские бусины. Каменная бусина, мне кажется, очень хорошо тоже вписалась здесь. И сам браслет выглядит довольно-таки интересно. И, мне кажется, красиво. Вот эта бусина темно-зеленая немного выбивается из общей массы, но я думаю, что это не мешает вообще. Мне кажется, браслеты очень красивые и, в принципе, можно носить такие. В принципе, я бы и сама такое носила. Кого браслетики заинтересуют, приезжайте, смотрите. Взять в руки, посмотреть поближе, померить, немного даже поносить в самом магазине. В общем, как-то так. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь, заглядывайте еще. Всем всего хорошего. Всем пока.